Итак, ребят, всем привет! Сегодня мы приехали к нашему канадскому товарищу Аранду на его хозяйство для первого ТО на его тракторе, который мы для него собрали. Уже несколько месяцев у нас этот трактор в работе, то есть эксплуатируется. Им тут вон и земельки повозили, и столбики. В общем, трактор выполняет свои функции. И сейчас мы приехали на техническое обслуживание. Хотим немножко более детально показать именно вот на этом тракторе, как проводится ТО на всех тракторах. То есть первое ТО, оно самое важное, поскольку мы не знаем, какие масла залиты с завода. То есть это обкаточные масла, что в коробке, что в переднем мосту, что в бортовых. И у нас здесь меняется все в этом первом ТО, кроме гидравлики. То есть цена такого ТО варьируется у нашей сервисной бригады в зависимости от удаленности. То есть материалы, они всегда неизменны. На цену влияет именно удаленность от нашей базы и сколько надо проехать. Масла мы используем не дорогие, но качественные. Это Газпром. Вот Алексей. Лешка всем привет передает. Вот, масла используем Газпром. Все меняем, все заливаем. В двигатель мы льем масло ЗИГ. ТО мы делаем таким образом. Оно получается не дешевым, да, относительно, но на качественных компонентах. Итак, вот давайте сейчас посмотрим, какой у нас процесс, что делает Алексей. Алексей у нас крыло снимает, да? Лешка снимает крыло. Вот наш сервисный автомобильчик. Лада Ларгус, несмотря на то, что компактная машина, но для выезда на ТО хватает. То есть и масла взять, и инструмент. Масла мы отработанные по желанию клиента либо оставляем, либо эти масла забираем с собой, если клиенту хранить негде, либо слить некуда. Так, здесь у нас сейчас идет процесс замены масла в переднем дифференциале. Оно вот такое зеленоватое, то есть это обкаточное масло. Оно зеленовато. Лешка сейчас у нас пробки открутит. Вот наш Алексей, дорогой. Да, сейчас, секундочку, Леш. Вот, сейчас зафокусимся, погоди. Ага, вот. То есть стружечки немножко есть, но в принципе это нормально. Это нормально, в этом ничего страшного, критического нет. Вот у нас течет. Все, Лех, спасибо, пробку убирай. Даже в масле видно, что немножечко есть вот этой пыли. Да, стружечки немножко есть, но это нормально. В этом ничего страшного и критического нет. Да. Леха вон вытер. Все, у нас пробочка чистая. По густоте, конечно, густовато. Да? Густовато, да. Густовато, зеленовато. Невкусно. Как академик пробовать на язык не будем. Да. Ты чё там, а? Я к тебе приеду завтра. Кабзда твоя. Хоть и по виду сгущенку напоминает по консистенции, но по цвету и по запаху на сгущенку это не похоже. Все, протерли с магнитиком. Вот это классно. Так, Лешка, а у нас бортовые ты пока только подготовил еще, да? Бортовые у нас уже, да, слиты. Мотор слит. То есть сейчас по низу вот посмотрим. Денис Михайлович у нас занимается задним мостом. На заднем мосту Денис сказал, что не было никаких ежиков, как вот на переднем. Тоже сейчас покажу, что у нас слилось с заднего моста. А, нет, ежичек есть небольшой. Сейчас. Курва, ежик. Небольшой ежик есть. Но, в принципе, это тоже нормально, в этом ничего страшного нет. Сейчас помоем, отмоем. Следующий ТО уже таких ежей не будет. Первый раз повидел ежа. Здесь у нас течет пожиже, но все равно цветом каким-то коричневым. Это у нас идет сейчас карабаска. Дэн, а с этого уже с моста заднего слил ты, да? Вот с заднего моста. Но оно жиденькое такое. Вот. Тут готовим место для заливки масла. Заливаем мы вот через крышку. Да, хочется немножко, наверное, развеять миф того, что ТО там кто-то делает за 10, за 15 тысяч рублей. Сколько? Ну, ребят, чудес на самом деле не бывает. Даже при использовании недорогих масел и небольшой относительно, других цены
за человек часы и за норма часы не получится. То есть, вот как мы не смотрели, как бы не считали, не пересчитывали у конкурентов, у нас только масло получается на ту цену. То есть, чтобы по-хорошему обслужить, у нас себестоимость именно материалов получается все равно выше, чем вот эти ТО по 15 тысяч. Надо вам внимательно смотреть, кто к вам приезжает, что они делают, что меняют. У нас идет замена бортовых, у нас идет замена масла в переднем дифференциале, в коробке, в заднем мосту. То есть задний мост и карабас здесь порядка получается, наверное, 45-50 литров. То есть плюс замена масла в двигатель мы льем ЗИГ. То есть мы хотим, чтобы наши трактора, проданные нами, хорошо работали. Меняем все, кроме гидравлики. Ну и все фильтра, соответственно. Так, дорогие друзья, пока у нас льется масло с переднего дифференциала, объясним, зачем мы снимали крылья. То есть мы обязательно шприцуем, то есть здесь два пальца у нас, верхний и нижний. То есть если с верхним проблем, ну, не сильно много, то есть ты открутил крыло, снял пробочку и смазочку загнал туда для подшипника, то вот с нижним это уже менее удобно, редко кто заморачивается, но это делать обязательно. Это делать надо обязательно. Фильтра уже поменяли, да, Лёшка? Да-да. То есть мы поставили и всегда ставим вот костромские фильтры. Чуть-чуть попозже мы спросим у владельца этого трактора, как ему работается с ним, нравится или не нравится, какие моменты. Но вот из таких мелочей ТОшка и складывается. Проверим регулировку тормозов, регулировку сцепления. Также прошприцуем еще и фронтальный погрузчик. Такой сервис на выезде у ребят. Столик, инструмент. Да, ребят, еще очень важным моментом является шприцевание отводки сцепления. То есть это через вот эту пробку делается. То есть это тоже важный момент. Об этом не забываем. Также меняем. Меняем смазочку, добавляем торс полторашечка. Все цело, несмотря на повышенные нагрузки. Потому что я так смотрю, ковшик им земельку-то нормально возит. У нас тут пошел процесс заливки масла в двигатель. Заливаем мы ЗИГ, то есть масло хорошее. На моторном масле не экономим. Любой двигатель любит хорошее масло. Все вот таким вот макариком, практически хирургическим методом, через такого слоника наполняем. Алексей у нас несет заливочку в бортовые. И в дифференциальчик. Это очень важное ТО. Первое ТО, оно очень важное. Лех сам качает и держит. Я могу. Лех мастер. Да-да, не удивляйтесь. Еще третьей рукой могу и вот так вот делать. Ладно, не буду показывать. Не надо, Лех. Побереги психику людей. Мы-то к тебе привыкли уже, а другие тебя не знают. Около 4 литров на корпус. На корпус ты имеешь в виду, да. На редуктор, да? Да. И в бортовые литра по 2. Литра по 2. Даже чуть повыше, 2,5. Ну, мы делаем да? всегда все в уровень. Ну, чуть-чуть еще дожмем. Вот оно чистенькое, жиденькое. Ну, относительно того, что было залито, здесь это жидкое. У нас это, получается, масло 80/90. Что было залито, там, негрол или что там, ну, да. какой. Ну да, так нет, понимаешь, в летний период как бы можно и с негролом, да, поэксплуатировать. А вот зимой, когда тут все колом станет этот негрол, это уже будет ой-ой-ой. Это от 17, да. Да нет, на этом лучше не экономить. Оно не так часто делается. Это первый раз нам в 30 мод-часов, второй уже там будет где-то в 250. И лучше на этом не экономить, а заливать «Газпром», нормальное масло. Уже не один год его льем. Леха, ты зиму вспомни. Особенно здесь с компрессором, да? Ну, сейчас мы ждем, когда у нас из этой пробочки польется. А ты поверни ручку к себе, Вась. Поверни к себе ручку. А там нельзя ее повернуть, да? Детский труд. Помогают нам. Молодец. Этот ребенок построил дом. Соп-соп. Пацаны вообще, ребята. Все, потекло. Тряпочка вот. Все, одна бортовая готова. Сейчас таким же макаром заправим следующую.
Все, передний мост готов. Опа, Леха. Здорово, Лех. Здорово, отец. Так, мы еще с промопора. Обязательно тоже сливаем. И сейчас зальем. Там немного, где-то миллилитров 300. Жду ваши шуточки. Ну все, вот сейчас качаю. Стой. Стою. Все, что ли, Лех? Да. Что, 2 качка там? Не замерзай, Лех, заливаешь? Нет, это тосол. У нас тосол в 200-литровых бочках. Более подходящий тара, да? Конечно, так удобнее. Что, похоже не на замерзайку? Ну, цветом и канистрой, да. Тосол. Уровень. Уровень. Так вот, ну вот и все. Мы с ребятами сделали того. Вот сейчас Алексей еще говорит, что надо джойстик отрегулировать. Заведем первый пуск, сделаем двигателя для того, чтобы прокачать топливную систему и масло. У нас получается топливный фильтр новый, он пустой. Сейчас качнем чуть-чуть, запустим, и чтобы прокачалось моторное масло, насосик, чтобы все разогнал. Все, зашуршал, красавчик. Сейчас прокачаем еще и гидравлику, Лешка качнет. Гидравлику масла добавили порядка 2 литров. То есть по системе сейчас тоже оно разойдется. Воздух потихоньку уже, ну, воздух уже весь вышел. И немножко уровень подупал. Вот он, выворот ковша на 100 градусов. На сальском погрузчике. Все, сейчас будет регулировка джойстика. Итак, друзья, ну вот и все. Красный красавчик обслужен полностью. Все заменили. Все недочеты, которые были со стороны эксплуатантов, мы устранили. Провели полное ТО. Первое важное. Надеюсь, вам было интересно смотреть данный ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Хотел бы вам напомнить про наши площадки, такие как ВК-видео, Яндекс.Дзен, Рутуб. По вопросам приобретения, покупки себе в хозяйство тракторов также есть номер телефона, по которому вы можете обращаться, оставлять заявки. Мы вам на них обязательно ответим. WhatsApp, Viber, Telegram. Все любые доступные способы. Также электронный адрес. Все, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Всем хороших выходных, хорошего настроения. До новых встреч на нашем канале. С вами были трактористы из Нижнего Новгорода. Всем пока-пока.